Российские производители АвтоВАЗ и УАЗ переходят под контроль китайцев, которые высосут из них все до последней капли. Chery уже начала тесты конвейера УАЗа и собирает на нем китайский кроссовер Tiggo 8. Но перед тем, как рассказать все подробности про импортозамещение по-русски, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Про АвтоВАЗ мы уже рассказывали. Тут Renault мечтает продать свои 68% акций как можно дороже, а китайцы в свою очередь ждут момент, чтобы забрать АвтоВАЗ за бесплатно и развернуть в Тольятти логистический или отвертко-сборочный центр для китайского автопрома. Ведь для них это просто бизнес. Печально, что наше предприятие настолько беспомощное, и радует, что наконец там наведут порядок. Надеюсь, больше не будет этого патриотического позорища, скажете вы. А я отвечу, что мы подсадили свои заводы под импортные комплектующие и сейчас сели на задницу. Теперь с таким же упорством лезем под Китай. Ничего не напоминает? Тут надо понимать, что китайцы довольно жесткие партнеры, и в лучшем случае они со временем эти заводы скупят по дешевке, в худшем разорят их окончательно. Вот если бы наши включили мозг и наконец-то возобновили изготовление комплектующих, тем более 30 миллиардов государство под это выделяет сейчас. А также если бы научились делать коробки автомат и свои дизели для легковушек, тогда это можно было бы назвать импортозамещением. Власти России в свою очередь сказали, что помогут АвтоВАЗу финансово при любом раскладе, даже в случае продажи акций не российской компании, а Китаю. И это понятно, ведь смерть АвтоВАЗа убьет все усилия государства в автомобилестроении, не говоря уже о социалке в Тольятти. Власти будут вливать бешеные деньги, содержать и поднимать с колен предприятия. ВАЗ – это градообразующее предприятие, и государство просто обязано и будет его поддерживать. УАЗ тоже не отличился и лег под китайцев. Китайская компания Chery сейчас вовсю начала тесты мощностей Ульяновского автозавода. Уже началось тестовое производство моделей Tiggo 8 и 8 Pro. Ну и тут все понятно, Китай для УАЗа это единственный выход. УАЗ был не жилец уже давно, правительство ему не поможет. Но все равно жаль, это вроде бы как свое, родное. Вы только задумайтесь, импортозамещение при помощи Китая. Это новый трэш. Ситуация в стране очень сложная, в том числе на рынке БУ автомобилей. Союз автосервисов России, куда входит более 30 компаний технического обслуживания со всей страны, подготовил обращение в экономическую комиссию и Минпромторг. Авторы обращения намерены договориться с правительством РФ о выпуске запчастей для иномарок без участия иностранных компаний. С этой целью Союз призывает обязать эти компании предоставить российским заводам, выпускающим автомобильные компоненты, доступ с технической информацией по продаваемым в России машинам. Речь идет о том, чтобы силами отечественных заводов наладить выпуск неоригинальных запчастей, а также развить сферу углубленного восстановления бывших в использовании узлов и агрегатов, демонтированных с машин с пробегом. Иностранные компании всегда размещали в России то, что им выгодно – сборку или в лучшем случае производство полного цикла, говорят авторы проекта. Но сейчас нужно иное. Если бы доступ к официальной документации производителей был налажен 15 лет назад, сейчас мы имели бы столь же широкое производство альтернативных компонентов, как в Китае. Из комплектующих для иномарок, которые можно было бы делать в России, участники Союза называют пружины и амортизаторы подвески, детали двигателей и трансмиссий, элементы тормозной системы и системы охлаждения, а также различные фильтры. Я считаю, что нужно строить свои заводы. Мы не хуже Китая и Индии. Позор. Такая большая страна и не может ничего производить. Просрали все, что можно. Ну и обещанная мною шутка юмора. По сути, сваривать детали можно и без маски. Сначала намечаешь цель, затем закрываешь глаза, включаешь аппарат и варишь. Похоже, на АвтоВАЗе и УАЗе так и делают. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Что с АвтоВАЗом и УАЗом сделают китайцы?
Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните о том, что иногда вы не осознаете свою собственную силу и свою мощь.